2 яйца, щепотка соли, сахар 150 грамм, ванилин, крахмал 2 столовые ложки. Взбивать не надо, достаточно тщательно перемешать. И молоко 800 миллилитров. Крем поставила на плиту на средний огонь. И уже никуда от крема не отхожу, постоянно помешиваю, чтобы крем не пригорел. Крем начинает закипать. Сразу уменьшаю нагрев, но продолжаю активно помешивать. Это очень важный этап, чтобы крем не пригорел. Если помешивать хорошо, он будет воздушный. Закипел. Видно, что булькает. Сразу выключаю нагрев, но продолжаю помешивать какое-то время. И снимаю крем с плиты. Я заранее подготовила миску с холодной водой. Сняла крем с плиты и сразу поставила на холодную водяную баню пищевой пленочкой в контакт и оставляю его остывать. Теперь можно развести желатин. У меня вот такой быстрорастворимый желатин. В одном пакетике 10 граммов. Мне нужно будет 2 пакетика. 20 грамм желатина. Заливаю теплой водой 100 миллилитров. И оставляю набухать. Заварной крем остыл до комнатной температуры. Посмотрите, какая стала у него консистенция. Очень густой сметаны или густого йогурта. Можно просто было сюда в горячий крем добавить сливочное. В этом рецепте все ингредиенты заменяемы. Молоко можно заменить соком. Масло сливочное можно вообще не добавлять. Можно масло сливочное заменить сливками. Я добавляю сливочное масло, чтобы вкус торта стал более сливочный. Взбиваю масло до бела и по 1 ложечке добавляю заварной крем. По 1 ложечке, чтобы он постепенно смешивался с маслом и масло не отслоилось. Для этого масло и крем должны быть примерно одной температуры, комнатной. Получилась такая воздушная сливочная масса. Очень-очень вкусная. На этом этапе добавляю распущенный желатин. Взбиваю на маленьких оборотах и тонкой струйкой добавляю желатин. Достаточно, уже сильно взбивать не надо. Перемешали и хватит. Можно сказать, торт готов. Можно заливать в форму. Форма у меня силиконовая в виде сердца. Ее размер 24 на 24. Вот эти самые широкие части. Здесь 24 и вот здесь 24. Объем 2 литра. Какая прелесть. Я отправляю в холодильник на пару часиков. 2 часа постоял торт в холодильнике. И можно уже снять форму. Беру миску с горячей водой. Немножко подержу над ней форму. Смотрите, сразу начинает отходить. Торт начинает отходить от формы. Чуть-чуть неаккуратно получилось. Если с вами произойдет такой же казус, немножко плохо он вытащился из формы, но эта ошибка поправима. Я взяла остатки крема, что остались в форме, и подмазала те места, что плохо вышли из формы, на сгибах. Или подержите подольше в холодильнике. Не 2 часа, как я, а 3-4 часа. Недостатки я так аккуратненько сгладила, подправила.
Теперь я по бокам сердца украшу кокосовой стружкой. Посмотрите, какое получилось сердце красивое. И больше здесь уже ничем не надо украшать. И так все красиво. Тут даже жалко резать. Торт получился не только красивый, но очень нежный, очень вкусный. Совершенно не ощущается желатин, просто тает во рту. Попробуйте приготовить такой тортик, и вы останетесь довольны. Луна, будешь пробовать тортик? Вкусно, Луна? Луна, вкусно? Вкусно, да, моя девочка, моя маленькая девочка? Луне понравился тортик, понравился вкусный тортик. Холодное сердце. Маленькая такая. Холодное сердце очень вкусный, да? Да? Вкусный был тортик, да? Весь съели тортик, съели. Вот так вот. Вот так. Очень вкусно, очень. Очень.